Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами сразу 3 рецептами несладких блинов с начинками в одном видео. Это отличная идея для масленицы, когда хочется разнообразия и вкусных угощений для всей семьи. Разные блины и разные начинки. Каждый найдет вариант по вкусу. Такие блины подойдут и для праздничного стола, и для уютного домашнего чаепития. Если вы не знаете, какие блины приготовить на масленицу, это видео для вас. Напишите в комментариях, какой рецепт вы попробуете первым. Сегодня будем готовить домашние блинчики с мясом. Готовлю их на блинах на кипятке и с сочной мясной начинкой. Для приготовления теста мне понадобится: в миску просеиваю муку, добавляю соль и сахар, перемешиваю. Добавляю яйца, слегка их перемешиваю и постепенно вливаю молоко. Я очень люблю замешивать блины, именно добавляю в муку жидкие ингредиенты. Тогда не образуются комочки. Вот таким образом постепенно все замешиваю. Молоко вливаем по мере надобности. Как только тесто становится более густое и его трудно перемешивать, добавляю молоко. Посмотрите, какое сейчас у меня получилось вот такое густое тесто, но вместе с тем оно абсолютно без комочков и очень быстро вымешивается обычным венчиком. Теперь я сюда добавляю все оставшееся молоко. И теперь я начинаю вливать в тесто горячую воду. Именно водой я буду корректировать консистенцию теста. Вообще я очень люблю готовить тесто на блины с кипятком. У меня на канале уже есть замечательный рецепт ажурных блинов на кефире, в который я тоже добавляю кипяток. Именно благодаря кипятку блины получаются более нежные и эластичные. Постепенно добавляю и сразу же перемешиваю. В зависимости от того, насколько жидкое будет тесто, такой толщины получатся блины. Чем более жидкое тесто, тем тоньше будут блины. Я вливаю все 150 мл горячей воды. И также сразу добавляю растительное масло. Хорошо перемешиваю. Как видите, буквально 5 минут и тесто готово. Все очень быстро. Посмотрите, какое по густоте оно получилось. Тесто жидкое. Я хочу сделать блинчики очень тонкие. Тесто получается вот такое жидкое. Я хочу сделать именно такие тонкие блины. Сейчас тесто надо оставить постоять минут 20-30. И тогда блинчики будут такие тоненькие, эластичные и не будут рваться. Для приготовления начинки мне понадобится для рецепта сегодня я использую отварную говядину. Можно использовать любое мясо, какое вы хотите. Свинину, курицу. Мясо разрезаю на кусочки и буду измельчать в мясорубке. Средними кусочками порежу репчатый лук. Лук я буду обжаривать на смеси растительного и сливочного масла. Я использую довольно много лука, тогда мясная начинка получается более сочная и нежная. Обжариваю лук до легкого золотистого цвета. Когда лук обжарился, всыпаю в сковородку мясо. Сейчас огонь я делаю чуть тише и добавляю мясной бульон. Начинка не должна быть сухая. Добавляйте столько бульона, сколько понадобится. По вкусу добавляю соль и черный перец. Также можно добавить любые специи, какие вам нравятся. Я добавлю 1 чайную ложку сушеного чеснока и чайную ложку кориандра. Хорошо все перемешиваю и обязательно попробую мясную начинку на вкус. У меня мясная начинка полностью готова. Посмотрите, вот если я ее прижму, как видите, она собирается. То есть она у меня не слишком сухая, такая достаточно влажная, сочная, очень вкусная. Снимаю сковородку с плиты. Тесто отдохнуло, можно печь блины. Посмотрите, тесто вот так вот немного загустело. Если оно слишком сильно загустело, можно добавить немного воды. Но у меня как раз такая консистенция, которая меня вполне устраивает. Печь блины я буду на сковороде диаметром 22 сантиметра. И в первый раз смажу слегка сковородку растительным маслом. Хорошо ее разогреваю. Перед тем, как выливать тесто на сковородку, обязательно его перемешиваете.
Наливаю тесто и распределяю по сковороде. Когда блинчик подрумянился с одной стороны, переворачиваю его на другую. Мне очень нравится переворачивать блины при помощи бамбуковой шпажки. Это очень удобно и не портится сковорода. Вот такой тоненький эластичный блинчик получился. Снова перемешиваю тесто и наливаю на сковородку. И, конечно, таким образом я пеку все блины. Блины получаются очень тонкие, такие эластичные. Чтобы вот эти хрустящие краешки у блинов стали мягче, накрываю все крышкой и оставлю постоять минут 5. Выкладываю блинчик темной стороной вверх. Сверху мясной фарш и хорошо вот так вот все закрываю конвертиком. Я люблю, когда начинки много, поэтому выкладываю много фарша. Можно сделать более такую округлую форму в виде трубочки. Перекладываю на тарелку и таким образом начиняю все блинчики. Посмотрите, как много замечательных вкусных блинов с мясом получилось. Эти блины с начинкой можно замораживать. Переложите их в контейнер, отправьте в морозилку, когда надо. Доставайте, размораживайте, обжаривайте и быстро можно подать вкусный завтрак или ужин. Я часть блинов заморожу, а часть пожарю. Сейчас блины я обжарю на смеси растительного и сливочного масла. Выкладываю на сковородку швом вниз. Обжариваю с двух сторон до красивого золотистого цвета. Какие красивые румяные блинчики получаются. Великолепно. Очень вкусные. Сверху хрустящая корочка, внутри нежные и очень много мясной начинки. И, конечно, я пробую. Вообще эти блины я рекомендую подавать со сметаной. Я именно так и люблю. А мой муж за кадром, например, мне подсказывает, что он любит эти блины с кетчупом. Так что подавайте, как вам больше нравится. Блины получаются действительно очень вкусные, такие тоненькие, нежные и много сочной мясной начинки. Друзья, я всем рекомендую приготовить их и попробовать. Сегодня готовлю блины с начинкой. Эти домашние тонкие блины на картофельном тесте с великолепной начинкой, с зеленым луком, с яйцом и плавленым сыром. Для приготовления теста мне понадобится картофель, лук и чеснок измельчу в блендере. Картофель разрезаю на средние кусочки. Также разрезаю лук, чеснок, у меня такой крупный зубчик. Вливаю в чашу блендера немного молока. Хорошо все измельчаю. Масса должна получиться максимально однородной. Конечно, если вы не хотите измельчать в блендере картофель с луком, можно натереть их на очень мелкой терке. В миску просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю, делаю небольшое углубление, добавляю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 62-65 граммов. Начинаю тесто замешивать венчиком. Постепенно я вливаю молоко. Консистенцию теста буду корректировать именно молоком, поэтому не спешите его сразу все добавлять. Сейчас у меня получилось вот такое однородное густое тесто. Добавляю в него измельченный картофель с луком. И теперь уже исходя из того, какая консистенция теста получается, добавляю оставшееся молоко. Чем тоньше блинчики вы хотите сделать, тем более жидкое должно получиться тесто. Я вливаю все молоко. Посмотрите сейчас, какая консистенция теста.
Добавляю в него растительное масло без запаха, перемешиваю и оставляю тесто постоять минимум на 10 минут. Тогда блинчики во время жарки не будут рваться, тесто будет более эластичное. И когда тесто постоит, оно чуть больше загустеет. Если понадобится, можно будет добавить еще немного молока. Я включила разогреваться сковородку. Буду печь блины. Тесто обязательно перемешиваю и жду, когда сковородка нагреется. У меня сковородка с толстым дном и хорошим покрытием. Диаметр 20 сантиметров. Даже для первого раза сковородку я не буду смазывать растительным маслом. У меня к ней ничего не прилипает. Набираю половник теста, выливаю на сковородку, распределяю ровным слоем, обжариваю с двух сторон до красивого румяного цвета. Все очень быстро и просто. Эти картофельные блины по способу приготовления ничем не отличаются от обычных блинов. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 17-18 блинов, исходя из того, какого вы их делаете диаметра и какой толщины. Для приготовления начинки мне понадобится мелко порежу большой пучок зеленого лука. Для рецепта я использую вот такой обычный плавленый сырок, мягкий, типа как наш сырок Дружба. Выкладываю в миску плавленый сыр. На терке я его не натираю, так как он такой очень мягкий. И покажу очень простой способ, как можно порезать яйца. И в принципе их не резав. Беру вот такое сито и продавливаю яйца через вот это сито. Буквально секунда и яйцо порезано. Принимайте такой способ на вооружение. Это очень быстро. Яйца перемешиваю с плавленным сыром. Можно немного сыр вот так вот разминать. Конечно, для начинки вы можете использовать не только плавленый сыр, но и обычный твердый. Натереть его на терке. Лук добавляю в миску. Добавляю соль, черный перец. Хорошо все перемешиваю. Начинка готова. Беру блинчик, выкладываю начинку и сворачиваю. Какой стороной сворачивать блинчик, выбирайте сами, какая вам больше нравится. Блины можно сворачивать не только конвертиком, но и трубочкой. Я сворачиваю блины конвертиком, так как я их буду еще обжаривать. Если вы не хотите обжаривать, можно свернуть трубочкой. Я включила разогреваться сковородку, добавляю немного растительного масла. И добавляю небольшой кусочек сливочного. Выкладываю блины на сковородку швом вниз. Обжариваю до красивой румяной корочки с двух сторон. Блинчики впитают в себя еще вот это сливочное масло. Как же это вкусно! Я обжариваю буквально по паре минут с каждой стороны. Блины получаются просто великолепные, такие красивые, румяные. Готовые блины снимаю на тарелку. Блинчики на этом тесте получаются такие нежные, эластичные и, конечно, очень вкусная, сочная начинка. Рекомендую приготовить такие блины для своих родных. Я уверена, они всем понравятся. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычных блинов. Без муки и без сахара. Такие блины подходят тем, кто придерживается кето-диеты, и они прекрасно подходят для диабетиков. Эти блины можно делать и сладкими, и не сладкими. У меня же сегодня блины с начинкой с мясной, с куриным фаршем, с луком. Это невероятно вкусно. Друзья, я рекомендую попробовать эти блины. Уверена, что ваша семья не догадается, что они приготовлены без муки. Для приготовления блинов мне понадобится тесто я буду замешивать в блендере, так как перемешать крем-чиз венчиком довольно сложно. А в блендере это все будет очень быстро и просто. Разбиваю в миску яйца, добавляю соль. Если вы хотите готовить сладкие блины, но не использовать сахар, добавляйте сахарозаменитель
столько, сколько вы хотите. Я сегодня блины готовлю не сладкие, но для баланса вкуса добавлю 1 чайную ложку сахара. Также для рецепта понадобится творожный сыр. Я использую Филадельфию, можно использовать любой творожный сыр. Отправляю его в чашу блендера. Также добавляю пол чайной ложки соды. Это примерно 2 грамма. Перемешиваю все до однородности. Для рецепта я использую яйца небольшого размера. Вес яйца со скорлупой примерно 55-58 граммов. Если вы будете использовать крупные яйца, берите 5 штук. Переливаю тесто в миску. По консистенции оно получается вот такое жидкое. Добавляю в него растительное масло. И можно сразу печь блины. Кстати, если вы будете печь сладкие блины, можно сюда добавить еще немного экстракта ванили. Я поставила разогреваться сковородку. Слегка смазываю ее растительным маслом без запаха. Наливаю тесто на сковородку и распределяю ровным слоем. Пеку блины на небольшом огне до красивого румяного цвета с 2 сторон. Благодаря соде появляются вот такие дырочки. Со второй стороны блин обжариваю буквально несколько секунд. Снимаю на тарелку. У меня сковородка с хорошим покрытием и толстым дном. Диаметр по дну 16 сантиметров. Я не рекомендую готовить эти блины на сковороде с большим диаметром, так как их будет трудно перевернуть. И таким образом пеку все блины. Блины получаются вот такие красивые. Вообще не скажешь, что готовим их без муки. Нет никакого отличия от обычных блинов. Все блины у меня испеклись. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается примерно 15-16 блинов. Конечно, количество блинов будет зависеть от того, на какой сковороде вы их печете и какой толщины. И, конечно, их можно приготовить с любой начинкой. А сегодня мои блины я буду делать с мясной начинкой с куриным фаршем. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Небольшими кубиками порежу 2 средние луковицы. Обжариваю лук до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, измельчу в блендере кусочки отварной курицы. У меня вот такие 2 небольшие грудки. Измельчаю. К обжаренному луку добавляю куриный фарш. Огонь делаю тише. По вкусу добавляю специи, соль, черный перец. Добавлю чайную ложку сушеного чеснока. Перемешиваю. Чтобы фарш не был сухим, добавляю в него немного куриного бульона. Перемешиваю. Обязательно попробуйте начинку на вкус, и можно снимать ее с плиты. Начинка получилась очень нежная и вкусная. На блинчик выкладываю начинку и формирую вот такой конвертик. При желании блины можно еще обжарить на сковороде. Я этого делать не буду, так как я уже дополнительно обжаривала фарш. Вот такие блины с начинкой у меня получились. И они такие вкусные, и очень полезные, и сытные.